третий Oceanic. В данном видео пойдет речь о лайнере, носившем название Oceanic после одноименных, которые построили в 1870 и 1899 годах. Oceanic – это нереализованный проект британской судостроительной верфи Harland & Wolff по строительству океанского дизель-электрического теплохода для компании White Star Line. Судно было призвано составить конкуренцию французскому лайнеру Нормандия и Queen Mary. Во флоте White Star Line запланированный Oceanic был заменен двумя меньшими – Britannic и Georgic. К началу 1910-х годов компания White Star Line должна была иметь возможность обеспечивать регулярные и рентабельные трансатлантические перевозки на своих 3 кораблях олимпийского класса. Однако гибель Титаника в 1912 году, а затем Британика в 1916 году серьезно помешала этой цели. После Первой мировой войны компания получила 2 немецких лайнера в качестве компенсации за ущерб военного времени – Majestic и Homeric. Оба были назначены на трансатлантическую службу вместе с лайнером Olympic, единственным уцелевшим кораблем из первоначально запланированного трио. Однако быстро выяснилось, что хотя Majestic и Olympic имели относительно одинаковые профили, развивая примерно одинаковую скорость и одинаковую пассажировместимость, Homeric был значительно меньше и медленнее. Кроме того, лайнер был менее успешным по сравнению с другими. На самом деле его карьера длилась недолго, и он покинул североатлантический маршрут в 1932 году, всего через 10 лет после вступления в строй. Именно в августе 1926 года впервые появился пресс-релиз о проекте компании, указывающем на скорую постройку 25-узлового лайнера на замену судна Homeric. Тогда он должен, согласно пресс-релизам, иметь профиль, близкий к судам класса Olympic. В том же году, в ноябре, компания International Mercantile Marine, которому принадлежала White Star Line, решила отделиться от своих неамериканских компаний. Затем компанию купил Оуэн Филлипс, первый барон Килсант, который интегрировал ее в свою компанию Royal Mail Steam Packet Company, крупнейший морской конгломерат того периода. Лорд Килсант, который также был владельцем верфей Harland & Wolff в Белфасте, решил построить там запланированный лайнер, исследования для которого велись в течение многих месяцев. 18 июня 1928 года был подписан контракт на строительство лайнера, строительство началось 10 днями позже. Лайнер должен был называться Oceanic-3 в связи с самым первым лайнером, введенным в эксплуатацию компанией после его покупки Томасом Генри Исмеем в 1871 году. Строительство киля началось через 10 дней после подписания контракта. Вместимости лайнера, рассчитанного на перевозку 722 пассажиров в первом классе, 464 во втором и 1096 пассажиров в третьем, а также 240 взаимозаменяемых мест между первым и вторым классом и 286 между вторым и третьим классом. Однако строительство шло очень медленными темпами, вплоть до того, что год спустя киль так и не был достроен. Работа была замедлена спором по поводу ее силовой установки. Лорд Килсант хотел использовать дизель-электрический двигатель вместо более распространенного в то время парового двигателя, чтобы скорость корабля превышала 30 узлов. White Star предложила иметь более 40 дизель-генераторных установок, приводящих в движение 4 гребных винта через редукторные электродвигатели. Harland & Wolff не хотела внедрять эту систему, предпочитая продолжать использовать надежную паровую турбину, двигательной установки, поскольку казалось, что не испытать новый тип двигателя, установив его сначала на меньшие корабли, было опасно. Был достигнут своего рода компромисс, и в окончательной конструкции
использовались 4 обычных низкоскоростных дизельных двигателя, каждый из которых непосредственно приводил в движение один гребной вал, что сделало «Океаник» первым 4-винтовым теплоходом. Несмотря на замедление строительства параллельно меньшего судна «Бритеник» продолжалось без проблем. Дальнейшая работа над судном «Океаник» была отложена, после чего киль был покрыт консервирующим маслом в надежде на возобновление строительства. Но позже проект был отменен из-за Великой депрессии и краха Royal Mail Steam Packet Company, владельцев White Star Line, в результате финансовых проблем сэра Оуэна Филлипса, лорда Килсанта. Дело Королевской почты, как известно, привело к тюремному заключению Килсанта и существенным изменениям в практике бухгалтерского учета и аудита. Кредиты, обеспеченные правительствами Англии и Северной Ирландии, предназначенные для строительства «Океаник», были направлены на завершение строительства судна «Бритеник», а также начать строительство родственного «Бритеник» корабля под названием «Джорджик». Эти два лайнера были частично построены из стальных листов, заказанных для «Океаник», чей частично построенный корпус впоследствии был разобран и повторно был использован в «Бритеник» и «Джорджик» после вышеупомянутого отвлечения средств. В общей сложности из сметной стоимости в 3,5 миллиона фунтов стерлингов на проектирование и начало строительства «Океаник» было потрачено 150 тысяч фунтов стерлингов. Эти суммы, однако, не были полностью потеряны. Часть дизайна действительно была вдохновлена в лайнер «Бритеник». Лайнер поступил на вооружение в 1930 году и пользовался определенным успехом. «Джорджик», родственный корабль «Бритеник», был построен и принят на вооружение в 1932 году. Лайнер «Джорджик» внешне отличался от «Бритеник» в том, что передняя часть ее надстройки и мостика была закругленной, а не прямой, а передняя часть ее прогулочной палубы была закрыта. Однако эти два лайнера не могли заменить большие лайнеры типа Majestic и Olympic. Поэтому строительство большого лайнера оставалось на повестке дня. Cunard Line также была вынуждена остановить строительство собственного большого лайнера из-за экономического кризиса. Невилл Чемберлен, тогдашний канцлер казначейства, подтолкнул две компании, White Star и Cunard, к слиянию в 1934 году, пообещав помочь им закончить лайнер. Так родилась компания Cunard White Star Limited и океанский лайнер Queen Mary. В 1947 году Cunard приобрела долю White Star, а к 1949 году компания отказалась от названия White Star и была переименована Cunard Line. Несмотря на это, Cunard продолжала эксплуатировать «Бритеник» и «Джорджик». В 1956 году «Джорджик» был продан на металлолом, в результате чего «Бритеник» стал последним лайнером White Star Line в эксплуатации. В 1960 году Cunard продал «Бритеник» на металлолом, тем самым удалив последние следы отмененного лайнера «Океаник». С точки зрения внешнего вида, запланированный «Океаник» имел определенные черты, которые роднят его с лайнером «Норманди», в том числе 3 заполненных воронки, которые контрастировали с высокими трубами старых лайнеров. Разработанный вскоре после «Океаник», «Норманди» первым преодолел символический барьер в 300 метров в длину и 30 узлов в скорости, к которому стремилась компания White Star Line.